Это канал творчества для всей семьи. Вот что можно сделать из мусора. Сегодня много интересных техник: обратный декупаж на пластиковой поверхности и создание художественных фонов. Для этой работы я взяла пластиковые крышки и прозрачный пластик от упаковок. При помощи увлажненной зубной щетки и акриловой краски делаю наброск. Декорировать буду в технике обратный декупаж. В этой технике все делается в обратной последовательности, и обычно наброск – это последний штрих. Из салфетки руками вырываю нужный мне фрагмент. Аккуратно наклеиваю клеем ПВА, разведенным водой, стараюсь не запачкать пластик. Теперь белый слой, то, что мы обычно делаем под декупаж. И белую краску я наношу только на цветы и стебли. Фон должен остаться полупрозрачным. Следующий слой – цвет фона салфетки. У меня сливочный. Краску наношу неплотно, постукивающими движениями. В тонировке обычно начинаем с самого темного цвета, и постепенно каждый последующий слой будет более светлым. Здесь же все наоборот. Кремовый цвет, золотой и добавляю бронзовый цвет. Он более темный. Еще раз выделяю белым цветом цветы. И, наконец, последний слой темно-коричневый. Если предыдущие слои наложены неплотно, то, как видите, коричневый цвет тоже кое-где проявился. Для этой работы я сделала очень простую рамку из веревки для макраме и джута. Картинку из интернета обработала лаком из баллончика. С помощью скотча истончаю бумагу. Картинку распечатала на обычной бумаге на струйном принтере. Если сразу слои бумаги не снимаются, повторяем эту процедуру несколько раз. На прозрачном пластике сделала точно такой же наброск, как в первом варианте коричневой акриловой краской. Эту картинку приклеиваю на акриловый лак. Закрашиваю белой акриловой краской, не доходя до краев картинки. Неплотно окрашиваю акриловой краской сливочного цвета. Окрашиваю таким образом, чтобы цвета заходили один на другой
и образовывался нежный переход. Если у вас есть разбавитель или замедлитель для акриловых красок, то в этой технике он может очень пригодиться. Он делает краску более прозрачной. Такую технику окрашивания фона я уже показывала в одной из своих работ. Ссылка в описании. И, наконец, все закрашиваю белой акриловой краской. Для рамки я использую кухонные салфетки, можно любую ткань. Из ткани скручиваем жгут и обматываем его веревкой. Картинку заворачиваю в пищевую пленку. Делаю довольно жидкий раствор гипса. Окрашиваю акриловыми красками.
По краям оставшуюся пищевую пленку можно легко заправить под рамку. Получилось не очень удачно. Картинка должна сливаться с фоном и создаваться ощущение целостности. С салфеткой это получилось. В случае с распечаткой стоило подчеркнуть переход от фона к изображению и выбрать картинку, в которой имеется рамка. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!